Привет, друзья! Вы на канале Карева «Жизнь на Кипре». Мне часто задают вопрос, какие салоны красоты есть на Северном Кипре. Можно ли сделать элементарные процедуры, маникюр, педикюр, косметологические процедуры, постричься в конце концов. И я хочу вас обрадовать, сказать, что можно. Здесь есть очень достойные салоны, и одним из них является салон «Аура». И сегодня я хочу познакомить с директором салона. Здравствуйте. Здравствуйте, меня зовут Лаура, я директор салона «Аура красоты», который на Кипре существует уже 7 лет. То есть получается, это у нас уже сеть салонов, это наш второй салон красоты. Вот, я живу на Кипре уже 7 лет. Мы сразу, как я приехала сюда, мы с мамой открыли вместе этот салон. А на самом деле первый раз я уже 10 лет как бы приехала сюда и влюбилась в этот Остров. Да, остров. Лаура уже забывает русский язык. Ну, потому что я с Молдавии на самом деле, и русский язык для меня не родной. Иногда бывает, что путаница. Ничего страшного, зато Лаура знает английский, турецкий. Ну, да, получается так. Лаура, расскажите, пожалуйста, какие услуги оказывает ваш салон? Окей, смотрите, начиная с парикмахеров, да, то есть услуги крашивания волос для мужчин, как для женщин, стрижка, все, что связано с сферой волос, парикмахерской сферы. Потом у нас есть маникюр, педикюр, с гелевым лаком и гель, обычный гель. У нас есть косметология, наращивание ресниц, перманент мейкап. Вроде бы как-то так. Вот. И все наши мастера, они все русскоговорящие, все с достаточно долгим опытом. То есть достаточно у нас на Кипре развита вот эта вся индустрия красоты. И мы здесь русскоговорящие нашли друг друга и вот так делаем друг друга красивыми. Мне говорили, что здесь собраны самые лучшие мастера, и я пришла также по рекомендации на перманентный макияж, и мне Анечка сделала красивый перманентный макияж неделю назад. Я рада, что вам понравилось. Добро пожаловать всем. Вас ждем. Вот такой замечательный, миленький салончик. Здесь есть мастера по маникюру, педикюру, как нам сказала Лаура. Обратите внимание, сколько здесь лаков, какой ассортимент. Все стерильно. Вот здесь стригут. Мы пришли поздно, уже все мастера ушли. Ну, мы специально пришли в такое время, чтобы не мешать людям, не смущать. Лаура, подскажите, пожалуйста, среднюю стоимость на ваши услуги. Вот постричься, сделать, например, маникюр, педикюр. Окей, начнем с стрижки. Женская стрижка стоит 150 теле, для мужчин 80 теле. Окрашивание, то есть мы все знаем, что окраска волос, там просто море техник и разные цены, но все начинается от 200 и выше, там 1000-1500, в зависимости от качества материалов и насколько у вас густые волосы, что вы хотите, вот такое. Лаура, не все знают курс ателе и к доллару, мы вот к доллару привяжем. Сейчас доллар 1 к 11, следовательно, 150 лир, это получается где-то $13 стоит стрижка женская, а 80 лир мужская, это получается стоит меньше $8, $7,5 мужская стрижка. Ну и следовательно от $20 стоит окраска женская. А маникюр, педикюр? То есть маникюр стоит 200 теле,
то есть и выше, в зависимости от дизайна. И $18 где-то. 18. Педикюр стоит 190 долей и выше, опять-таки, то есть в зависимости от сложности. Вот. Перманент мейкап у нас стоит 850 долей, то есть зона губы, глаза и брови. $80 получается. Да, Я ну- уточняю цену. Вот. Наращивание ресниц стоит 280 долей и выше, тоже опять в зависимости от густоты. $25. По поводу косметологии тоже мы знаем, что есть достаточно много услуг. Вот. Но если в среднем будем говорить о том, то есть о услуге, которые большинство девочек Стандартный уход. Масочка, массажик, умывание, там такое да, ощущение. стандартный уход, просто вот пилинг, маска, она стоит 250 долей. Это $22 стоит средний. И что касается косметики и ассортимента, я вам покажу, какие тут лаки, какие здесь есть, на каких материалах работают. Вот я приобрела себе крем Holy Land, это хорошая очень фирма, и мне косметолог продала, то есть это в наличии, пожалуйста, покупай. Также продала мне очень хорошую умывалку Кристина, то есть девочки, кто знают. И хочу вам показать еще кабинет косметолога. Здесь есть замечательный косметолог Валерий, многие знают. Косметика. Кристина. Вот все дипломы, награды, аппараты тут. И вот у нас косметика Holy Land. Это хорошая, профессиональная, дорогая косметика. Очень приятный салончик. А сейчас мы зайдем в кабинет. Лаура, расскажите, пожалуйста, тяжело ли на Северном Кипре найти работу мастеру по маникюру, парикмахеру? Поняла. Смотрите, я скажу так, что на самом деле хорошему мастеру нигде не тяжело устроиться. То есть добро пожаловать всем, кто хорошо знает свое дело. Если по поводу именно документов, у нас все сотрудники работают по рабочей визе, все официально. То есть, для того, чтобы устроиться в салоне красоты официально, да, сначала нужно обязательно записаться в школу. Уже в зависимости от профессии, там от года либо 2 лет, вам дают диплом, и с этим дипломом потом вам дают разрешение на работу. По-другому никак. То есть неважно, какие у вас есть документы, дипломы там из России или Европы, абсолютно. То есть, А школа где находится? Школы есть несколько везде, и в Гирне, и в Левкоше, уже в зависимости, где вы... И учиться надо 2 года? Да, но смотрите, то есть там нужно учиться, но ходишь ты там только раз в неделю. То есть ты можешь параллельно ходить в школу и уже устроиться на работу. Можно. То есть, да, то как? Получается, ты как студент работаешь. То есть, можно. Хотя бы так. Потому что, раньше мы могли устроиться с дипломами, которые у нас есть там из России, Молдавии, но сейчас уже нету. Я думаю, это для них, чтобы заработать побольше. А дорогая школа это? Но на самом деле и достаточно, там 3000, 4-5 тысяч стоит, но да. $300. Но смотрите, в целом, если посчитать, то есть за рабочую визу каждый месяц мы платим страховку, скажем так. За страховку, к примеру, там 900 долей. То есть вот эти 900 долей ты не платишь в салон за страховку, но ты даешь каждый месяц в школу. Получается одна и та же цена. То есть, в принципе, одно и то же. Моей свекрови делают перманентный макияж. Это Анечка, которая и мне сделала перманентный макияж. Да. Тут у меня уже свекровь моя. Красота уже получается. Здорово, очень классно. Анечка, расскажи мне пару слов, можно? Расскажи, где ты училась? Сколько у тебя опыт работы? У меня опыт работы уже более 4 лет. Я уже на самом деле сбила счет. У меня казалось там. Оказалось, да. Я училась в Риге. Это Европейская школа перманентного макияжа.
полгода было обучение, то есть не 2 недели, как обычно, полгода мы занимались. Вот. И, естественно, в Москве взяла у лучших из лучших мастер-классы, поэтому... В общем, в квалификации мастеров здесь сомневаться не стоит. Здесь, кстати, немного мастеров, но они все очень стараются, потому что здесь маленький остров, все друг друга знают, все ходят только по рекомендации, правда? Да, это точно. Вот видишь сарафанное радио, видишь результат на контуре, идешь туда. Мастеров немного хороших, но хорошие собираются в одном месте. В салоне «Аура». Да. И такой вопросик, тут мы начали с красоты, и я плавно перехожу в тему работы, чтобы такой ролик получился насыщенный. Подскажи, пожалуйста, а какая зарплата у мастеров? Окей. На самом деле мы не работаем по зарплате, мы работаем на проценты 50 на 50. И... 50 на 50 вы работаете? Да. Это очень хороший процент. То есть пришел мастер к вам в салон, вы его обеспечиваете всеми материалами? Нет, смотрите, еще в зависимости, какой мастер. То есть если парикмахер, то всеми мы обеспечиваем материалами, да. А если мастер по маникюру, то у нас получается и материалы тоже 50 на 50. И рабочая виза, то есть все 50 на 50 получается. Это уже тоже зависимости. Дальше все индивидуально, как ты договариваешься, в зависимости от мастера, насколько он хорошо умеет и какой у него, если есть клиентская база, либо у нас. Ну, это детали. Но, в принципе, все 50 на 50. Замечательные условия, как мне кажется. Ну, я надеюсь, что... То есть наша цель для того, чтобы и наши клиенты были счастливы, ну и наши работники, что, в принципе, создали хорошую ауру в салоне. Ну да, это же называется салон «Аура». Вот такое небольшое интервью нам дала Лаура, и хотелось бы, чтобы как можно больше клиентов приходили к ней в салон и радовали себя красотой. Спасибо вам большое за приглашение, спасибо, что вы приехали к нам. Хочу сказать всем девушкам, что... И мужчинам. Да, и мужчинам приглашаю вас всех к нам в салон и, в принципе, на Кипр. Я очень люблю Кипр, это солнечный остров. Вот, так что рада всем. Спасибо большое. Спасибо.